Всем огромный привет! С вами Оксана, и в этом видео я вам расскажу, как связать вот такие вот укороченные носочки. Ну, размер примерно, наверное, от 37 до 40 размера. Вот такой красивый узорчик. Вы у меня просили, кстати, этот мастер-класс, поэтому я вам и сняла его. Пятка здесь подкова. На подошве идет лицевая гладь. Мысок я не сшивала, а стягивала. Схему узора, я вместе с вами буду вязать один раппорт. Очень легкая. Свяжет даже, мне кажется, и новичок. Такие вот красивые носочки у меня получились. Итак, с какой пряжи я вязала? У меня есть вот такие носки, но почему вы просили? Вы видели вот эти носки. Я вязала. Здесь немножко я по-другому, видите, здесь в одну сторону одинаково, а здесь я решила связать в разные стороны, вот так вот. Вот выбирайте сами, куда, как вы хотите, чтобы у вас ложился узор, видите? Можно и так вязать, вот. Связаны они практически одинаково, только из разной пряжи. Здесь тоже вот пятка подкова на светлом цвете, хорошо видно. Подошва лицевая гладь. И вот здесь узоры я чередовала. Один ряд лицевой, один изнаночный вязала. Здесь полностью изнаночный. Вот и вся разница. Итак, из какой пряжи я вязала? Зеленые носки я вязала из пряжи Alize Wool Time. 100 грамм 200 метров. Итак, состав у нее 75% шерсть и 25% полиамид. Это носочная пряжа, но с нее, конечно, можно вязать не только носки. Цвет 274. Я первый раз такой пряжи вязала. Вязать с нее приятно. Пряжа очень такая тактильно приятная. Ушло у меня 65 грамм на носочки. Поэтому одного мосточка достаточно, и вот сколько у меня еще осталось. Буду вязывать в пяточки, куда-нибудь в манжеты, в мысок. А вторые носки я вязала из пряжи вот такой вот Alize Artisan, цвет взяла другой, в 2 ниточки я вязала. Alize Superwash Artisan. В 2 нитки голубые носки я вязала. Это тоже носочная пряжа, 100 грамм 420 метров. Цвет не буду говорить, голубой цвет у меня другой. И состав 75% шерсть и 25% полиамид. Вот эти голубые носки я вязала в 2 нити с пряжи Alize Artisan. Так, спицы, которыми я вязала, я вяжу Beige Club способом. И спицы это у меня 3 миллиметра. Knit Pro. Пряжу, спицы можно купить в интернет-магазине пряжа.су и воспользоваться моим промокодом Оксана41, который действует на все позиции в этом магазине. Раньше у меня был промокод, который не на все позиции действовал, сейчас на все. Так, спицы 3 миллиметра. Можете взять чулочные спицы, как вам удобно. Просто я привыкла вязать на вот таких спицах с леской, поэтому я на них и вязала. Итак, давайте я вам сделаю замеры, да? Ширина носка. Вот меня часто спрашивают, как связать на другой размер. Ширина носка, она все равно стандартная. Вот. Он хорошо тянется. Смотрите, на 24-26 сантиметров стопу вы легко натянете, да? А длину стопу можно ведь спокойно регулировать. Здесь вот у меня где-то 24-25, да, стопа. Вы просто длиннее вяжете до мыска. И все, и у вас там 40-й, 41-й, 42-й размер. Можно даже мужские связать. Вот эту часть надо обязательно, повыше вязать, потому что это укороченные носочки, чтобы с пятки не слетали. Пятка тоже тут немножко у меня завышенная. И все, и вот такие вот носки у вас получится по этому мастер-классу. Старалась снять очень подробно, поэтому вы можете вязать из пряжи, которая 100 грамм, 200-240 метров.
Ну и давайте приступать к мастер-классу. Берем две вот так спицы, складываем вместе, отмеряем ну, вот примерно вот такую длину нити и набираем 47 петель. Одна петля для замыкания в круг. Сорок 47 петель набрала, вытягиваем одну спицу. И в двух местах нам надо тоже вытолкнуть леску. Так, с одной стороны, смотрите внимательно, чтобы не перекрутилось, и со второй стороны. Все. Так, вытащила с двух сторон леску. Смотрим, не перекручивается, чтобы резинка не перекрутилась. Берем рабочую нить, одеваем на пальчик ее. И теперь с левой на правую спицу переносим одну петлю, подхватываем на правой, вот так, скидываем эту одну петлю и тянем вот за эти две нитки, и затягивается. Все. Здесь надо поставить маркер, я забыла маркер, поэтому здесь будет вот нитка, хвостик, по нему буду ориентироваться и начинаем вязать резинку. Одна лицевая, одна изнаночная. Вот обычная резинка, одна лицевая, одна изнаночная, 10 рядов. Лицевая, вот закончилась. Я вытягиваю вот здесь спицу. Чем мы закончили лицевой, значит продолжаем изнаночной. Здесь изнаночная. Здесь сначала подтягиваем, когда только начинаете, а потом уже здесь не сильно будет расстояние. И все, вот так вяжите резинку над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночными 10 рядов. Так, смотрите, я 10 рядов резинки провязала, вот, и поделила. Вот начало ряда, да, у нас ниточка, 23 петли на одной спице и 23 петли на второй спице, вот пополам. Сразу начинаем вывязывать стенку пятки, так как носки укорочены, вот здесь 23 петли, и будем вязать поворотными рядами лицевую гладь. Буду вязать 20 рядов. Вот здесь вот провязываем лицевыми петлями 23 петли. Последнюю петлю провязываю изнаночной, вот последнюю петлю изнаночной, разворачиваю вязание и вяжу в обратную сторону изнаночными петлями. Первую петлю снимаю и в обратную сторону вяжу изнаночными. И вот так мы провязываем 20 рядов. Вот последнюю петлю тоже изнаночную. Снова разворачиваемся и вяжу в обратную сторону лицевыми петлями. Первую снимаю, вяжу лицевыми, в конце крайняя петля кромочная, изнаночная. И так провязываем 20 рядов. Так, смотрите, я провязала 20 рядов. Это у меня, сейчас скажу, сколько сантиметров. Это где-то примерно 7,5 сантиметров с запасами брала. Даже 8 сантиметров можно провязать, чтобы пяточка была глубокая.
а где-то 4 сантиметра резинка. Так, вот смотрите, я провязала, да, вот так это выглядит с этой стороны, вот так с другой, да, вот. Далее будем вывязывать пятку подковы. У нас здесь 23 петли, как мы делим? 23 делим на 5, 1/2 часть слева, 1/2 часть справа и 1 часть посередине. Это значит будет, мы отсчитываем 9 петель с правой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель отсчитали, поставили маркер. И посередине 5 петель. 2, 4, 5. 5 посередине и 9 с левой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, 9 петель тоже есть. И далее вывязываем пяточку. Уже начинаем тоже поворотными рядами вязать. Первую петлю снимаем. Вяжем до второго маркера, не довязываем 1 петлю. Вот этот маркер мы пропускаем, а не довязываем до второго маркера. Вот, мы дошли до него. Вот так снимаем петельку, убираем маркер, он нам будет мешать. Провязываем 2 петли вместе за заднюю стенку и следующую петлю тоже провязываем. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, вяжем в обратную сторону изнаночными петлями и не довязываем 1 петлю. Вот, снимаем, убираем маркер и провязываем 2 петли вместе изнаночных и следующую петлю тоже изнаночной. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем. Вяжем лицевыми петлями. И вот смотрите, вот не довязываем 1 петлю. Здесь у нас вот такое вот большое расстояние. Мы провязываем 2 петли вместе лицевой. И следующую петлю тоже захватываем лицевой. Разворачиваем вязание. Вяжем в обратную сторону. Первую петлю снимаем. Вяжем изнаночными петлями. И смотрите, у нас тут будет большой вот снова промежуток, вот он. И вот эти 2 петли мы должны провязать 2 вместе. Мы провязываем 2 петли вместе изнаночных и захватываем следующую петлю изнаночной. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем и снова повторяем. Вяжем лицевыми петлями. Доходим до промежутка, вот не довязываем 1 петлю до промежутка, вот, провязываем 2 вместе и следующую лицевой. Разворачиваемся, первую снимаем и вяжем снова в обратную сторону. Вот доходим до промежутка, видите, 1 петля с одной стороны, 1 с другой. И провязываем 2 петли вместе изнаночных и следующую захватываем. И так провязываем, пока у нас вот не закончатся все петли по краям.
Все, мы закончили убавление. Вот такая вот пяточка получилась. Вот она у нас. И здесь у нас теперь осталось после убавок 13 петель. Вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Теперь мы будем с одной стороны набирать петли и со второй. И условно у нас вот здесь будет начало ряда. Так, первую петлю снимаем и вяжем лицевой. Далее мы переходим снова на круговое вязание. Так, провязали. Теперь вот здесь будем набирать петли. Так, смотрите. Можно набирать вот здесь вот, можно между косичек. Я буду набирать между вот этих вот косичек. Вот, смотрим. Вот одна, вторая, и между ними вот здесь вот набираем. Вот одна. Вот между двумя снова, вот видите, вот он промежуток вот этот. 2, 3, 4, так, 5, 6, 7, 8, 9. И 10-ю мы набираем, вот видите, вот она петелька вот такая идет. Вот мы ее здесь набираем, чтобы здесь не было дырочки. Вот 10-я. Все. Это мы по одной стороне 10 петель набрали. А вот здесь сейчас будем распределять узор. Вместе со мной будете распределять сейчас. Так. Вытягивая спицу, не соединяем вот эту часть не соединяем. Здесь у нас 23 петли, так и должно быть. Можете поставить маркер. И давайте распределять петли. Лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля. Далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 лицевых. Изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля и лицевая петля. Все, мы распределили петли. Со следующего ряда будем вязать узор. Так, теперь снова вот здесь вытягиваем спицу. Вот здесь вытягиваем леску и вот здесь. И у нас осталась одна сторона, где надо набрать еще 10 петель, да? Как вы помните, вот здесь мы набираем, вот она эта петля, чтобы не было дырочки. Мы здесь поднимаем. Это будет первая петля. И далее, как вот мы и набирали, вот между косичек, да, вот. 2, вот. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 и 10. 10 петель набрали. Вот тут можно набрать. Если большое вот расстояние, да, вам кажется, да, потому что с этой стороны на один ряд больше, можно вот между этими набрать 10-ю. Набрали. Здесь надо нам поставить маркер. Сейчас у нас отсюда начинается начало ряда. Вот от начала вот этого пяточки начинается начало ряда. Итак, 10, да, 13, 10. У нас теперь 33 петли, а надо 23. Вот по краям будем сокращать через один ряд петли. А по передней части будем вязать узор. Итак, вот мы маркер поставили, и уже отсюда мы сейчас начнем вот делать убавки. Сначала, конечно же, здесь подошва у меня вяжется лицевыми петлями. Вяжем лицевыми петлями и не довязываем 3 петли. Вот как я вам говорила, да, вот эту спицу мы отделяем, вот 3 петли, да. И вот передняя стенка петли перед работой мы 2 петли, 2 вместе провязываем с наклоном вправо и лицевая. Провязали. Это 23 петли, которые у нас вверх носка идут. Здесь вяжем узор. Перехлесты делаем в каждом ряду. Сейчас покажу как. Здесь начинаем, да? Сейчас пока узор не видно, вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, вяжем 4 лицевые здесь. 1, 2, 3, 4. А 5 и 6 меняем местами. С левой стороны вот берем, подхватываем перед работой, вторую петлю снимаем, а эту за работой подхватываем. И вот так перекрещиваем их. Перекрестили, провязываем их лицевыми. 2 лицевые. Далее вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная. А здесь сразу вот эти 2 меняем местами. За работой снимаем вторую петлю, а перед работой ловим первую петлю. Вот перекрещиваем их между собой, одеваем и провязываем лицевыми. Вот перехлёст получился. И довязываем вот 4 лицевые. Далее идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Переходим на подошву. Мы же еще ряд не закончили, поэтому мы делаем убавление вот в начале подошвы. Лицевая и 2 петли вместе с наклоном влево. Вот правая стенка перед работой, мы разворачиваем петли, чтобы они были за работой, и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Далее вяжем лицевыми петлями. Здесь убавок все, мы вот конец ряда, да, ряд закончили, следующий ряд начинаем. А здесь по подошве мы убавки не делаем, мы такие убавки делаем через один ряд. Здесь мы так и вяжем все лицевыми петлями. Провязали. Переходим на переднюю часть. А вот здесь, как я и говорила, мы делаем перехлест в каждом ряду. Итак, смотрите, здесь вяжем по узору. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Здесь у нас 3 лицевых. 1, 2, 3. А вот здесь, смотрите, вот он наш перехлест, да, его видно. Теперь мы, вот одна свободная петля, и вот здесь перехлест, мы их меняем местами. Мы снимаем вторую петлю, за работой первую ловим, одеваем и провязываем лицевой. 1, 2 лицевую и 3. Все. Далее идет изнаночная, лицевая, изнаночная. А здесь, смотрите, тоже вот он перехлест, да, идет у нас и лицевая. Мы провязываем лицевую,
А вот этот перехлест мы со следующей уже снова делаем. Мы за работой подхватываем, а эту перед работой. И провязываем лицевыми одну и вторую. Вот, видите, у нас перехлест. И все, и вяжем до конца уже. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И довязываем ряд до конца. Видите, его до маркера. Ряд мы еще не закончили. Его довязываем. Вот здесь. И начинаем вот следующий ряд. Потом перехлест и будет вам очень хорошо видно, и вы не будете путаться. Сейчас мы делаем убавление в клине подъема снова. Сокращаем петли в этом ряду. И делаем перехлест. Вот 3 петли я не довязала. Вот она, стенка петли, да? Мы 2 вместе с наклоном вправо провязываем. Вот провязали 2 вместе с наклоном вправо. И последняя лицевая. Разворачиваем вязание. А здесь уже по узору вяжем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевые, и вот он уже перехлест, хорошо видно, и вот свободная петля, мы меняем местами. Все поменяли, провязываем лицевыми. Здесь 2 лицевые, дальше идут изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевые. И вот наша петля, которая перехлест надо сделать. Вот с обратной стороны снимаем, спереди подхватываем, одеваем и вяжем лицевыми. Изнаночная, здесь лицевая, изнаночная, лицевая. Ряд не закончился, поэтому делаем убавку. Провязываем лицевой. Смотрите, перед работой вот эта стенка, да, мы ее за работой разворачиваем и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Вот. Все, дальше вяжем подошву лицевыми петлями, так как убавка, вы помните, через один ряд. А перехлест мы снова делаем на передней части носка. Здесь, видите, хорошо видно, вот, 2 вместе вязали, значит, мы здесь мимо проходим, провязываем. А здесь, конечно же, мы в каждом ряду делаем перехлест. Здесь уже видно, где у нас лицевые и изнаночные идут. Ну и перехлест тут видно, 1 лицевая, вот она идет, наклон наш и перехлест делаем. Здесь изнаночная, лицевая, изнаночная. И делаем 3 лицевые, перехлест. Так, довязываем снова до конца. Здесь у нас мы здесь, видите, вот 2 вместе провязаны, поэтому здесь теперь мы проходим мимо, а от маркера, начиная, уже будем делать там убавку.
Вот дошли 3 петли, вот она правая стенка перед работой, и провязываем 2 петли вместе и лицевая. Переворачиваем вязание. Здесь у нас лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот смотрите, вот наш наклон, да, вот этот, и одна лицевая осталась. Мы меняем местами. Поменяли. Все, здесь довязываем по узору лицевые. Здесь уже хорошо видно, где они. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Здесь идут 4 лицевые. Ну и вот последний перехлёст, 5-й, 6-й мы делаем перехлёст. Далее по узору изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, здесь делаем убавление. Вот, лицевая и 2 вместе. Можно так убавить, как вам удобно. Вяжем лицевыми. Все, мы довязали этот ряд. Следующий ряд мы уже вяжем просто по узору и не делаем перехлесты. Подошва идет лицевыми. Обязательно посчитайте, сколько еще надо здесь убавок вам сделать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22. Еще 2 раза надо будет здесь убавки сделать по этой части через 1 ряд. А вот здесь, смотрите, мы ряд провязываем. Вот в этом ряду мы ни перехлестов, ничего не делаем, потому что мы дошли, да, вот смотрите, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот последний наш перехлест был, когда последний раз вы делаете вот этот перехлест, 1 ряд вяжется просто по узору. А со следующего ряда снова начнете от начала, вот от вот этого начала делать перехлест, чтобы вот такие елочки у вас были. Все, дальше вы будете довязывать до мыска самостоятельно. Я думаю, здесь принцип понятен, да, узором. И доделаете 2 убавки через 1 ряд. Так, на размер 38-39 я вязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вот этих с наклоном, да, елочек, можно сказать, и 1 сглаживающий ряд. Все. А со следующего ряда будем делать убавление на мыски. Итак, довязываем. Так, смотрите, я провязала 7 раппортов. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот что получилось. И провязала 1 ряд лицевыми петлями. Вот видите, здесь 1 ряд лицевыми. Вот полностью довязала, а потом 1 ряд лицевыми. Вот так выглядит с обратной стороны. На размер 38-39, вот от начала пяточки, сейчас скажу, сколько это сантиметров. Вот так берем, измеряем. Ну, где-то примерно 19 сантиметров, потому что у меня где-то 5 сантиметров будет убавление мыска. И начинаем делать убавку на мыске. Вот у нас начало ряда, да, где у нас идет хвостик нитки, и начинаем убавлять. 1 лицевая. Смотрите, правая стенка петли перед работой, мы ее разворачиваем за работой и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Провязали. Далее вяжем до конца эту спицу, петли на спице, и не доходим 3 петли.
Вот, 3 петли не дошли, правая стенка петли перед работой, поэтому мы просто провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. Вот, провязали, видите, 2 петли вместе с наклоном вправо и последняя лицевая. Все, это была подошва. По переду мы делаем точно так же убавление. Первую петлю снимаем. Смотрите, правая стенка петли, разворачиваем ее за работой, чтобы она была, и провязываем 2 петли вместе, чтобы они были вот с наклоном влево. Далее вяжем лицевыми и не доходим 3 петли. Вот 3 петли, правая стенка перед работой, поэтому просто 2 вместе с наклоном вправо провязываем. Вот так. И последняя лицевая. Все. Вот такие убавления делаем через один ряд. Следующий ряд мы вяжем просто лицевыми петлями. Все петли, где и убавки, все просто провязываем лицевыми. Вот так. Итак. Таким образом мы убавляем, пока на каждой спице не будет по 9 петель. Если хотите сшивать мысок, я не буду сшивать мысок, а я его стяну, то вяжите 9 петель, например, там, побольше оставляете петель немножко. Это уже на ваше усмотрение. Все, дальше довязываем, да, я довяжу сейчас самостоятельно. Останется с одной стороны 9 петель и со второй стороны 9 петель. Так, смотрите, у меня осталось по 9 петель на каждой спице. Вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И здесь тоже 9 петель. Итак, я решила закрыть иглой, потому что, не иглой, а стянуть, потому что не все умеют сшивать. Теперь вот у нас 18 петель. Я сделала убавление, провязала один лицевой ряд. И далее просто по 2 петли вместе провязываем все петли. И вместо 18 у нас останется только 9 петель. Вот по 2 вместе провязываем. Вот здесь одна петля остается, мы ее перекидываем на другую спицу. Здесь вот так вытягиваем. Так, разворачиваемся. Снова вытягиваем спицу и провязываем снова по 2 вместе. Провязали и отрезаем нить. Берем, хвостик оставляем вот такой где-то примерно, отрезаем, берем иголочку, так, вдеваем и снимаем петли. Теперь вот так снимаем. Так, сняли, подтянули и вот здесь. Так, чтобы спица не гремела. И здесь тоже. Все, вот здесь подтягиваем, чтобы вот здесь затянулось. И вот так. Все. Вот. Стянули. Теперь снова еще раз проходим по этим петлям, чтобы хорошо стянуть. Вот их хорошо видно. С этой стороны то же самое. Здесь еще раз. Все, и внутрь уходим.
Выворачиваем носочек. И здесь делаем узелок обязательно, чтобы не распустились наши носки. Ну, я обычно делаю несколько раз, на всякий случай. Все. Ну, здесь можно где-нибудь нитку зафиксировать. Здесь не критично, я думаю. Вот так. Ну и если длинная ниточка, да, то уменьшаем. Но все равно хвостик вот где-то пару сантиметров оставляем. Все. Отрезали. Вот эту нитку тоже мы прячем иголочкой по резинке. Давайте покажу сразу. Так, вот здесь переходим на изнаночную сторону. И вот здесь вот в резинке, вот так по краю, прячем. Ну и можно здесь дальше продолжить. Так, растягиваем. И вот здесь надо отрезать, но небольшой хвостик оставить, чтобы на обратную сторону потом не вылезла нитка. Вот так. Все. Носки вот готовы. Вот такой вот мысочек получился у нас. И вот такой узор. И пяточка. Все. Теперь идем стирать в теплой водичке. И на этом мастер-класс окончен. Жду вас в комментарии. Ставьте лайки. Отмечайте меня в инстаграме, если свяжете такие носочки, или в группе контакт выставляйте. Я потом в сообществе буду показывать, что у вас получилось. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.